Друзья, приветствую вас! Утренний обзор. Вот и состоялось вчера ключевое, одно из ожидаемых событий. Это выступление, пресс-конференция российского президента. Не так оказалось все страшно, как изначально предполагалось. Какие были предпосылки для этого? Я полагаю, что в последний момент что-то скорректировалось, что-то изменилось. И поэтому мы получили достаточно такую ситуацию позитивную. Но здесь надо отметить, что до конца этой недели риски достаточно велики, потому что еще заседание Совбеза, и это заседание Совбеза, оно может рассеять ту блажь, тот позитив, который сейчас создался. Итак, давайте начнем с календаря событий на сегодня. Вот я его разместил в Телеграме. Сегодня день просто изобилен в отношении различных событий и, наверное, даже каких-то происшествий, которые во второй половине дня подоспеют. Все начнется глобально с 14:45, потому что там идет масса информации, выступлений, решений по ЕЦБ, процентной ставке и по монетарной политике. Далее 15:30 число первичных заявок по безработице в США, потом пресс-конференция ЕЦБ и, соответственно, продажи на вторичном рынке жилья США. Так что сегодня расслабиться не дадут. Так, ну и далее события на российском рынке. Это международные резервы, обычно по четвергам, и финансовая отчетность по ряду компаний. Так, ну давайте, наверное, начнем с рынка недвижимости США. Появляются такие достаточно тревожные нотки о том, что он перегрет и в любой момент может сорваться в пропасть. В 25 раз выросло количество запросов в Америке, ищущих, когда же будет крах рынка недвижимости. Но по большей части американские эксперты на текущий момент полагают, что краха недвижимости США не произойдет, потому что ситуация, по их мнению, отличная от того, что было в 2008 году, когда на фоне безудержно растущего спроса надули деривативный пузырь. Сейчас в силу ряда причин пузырь тоже надули, но вот этого огромного разнообразия деривативов на рынок недвижимости, плечо на плечо и так далее, его в таком объеме нету. Ну, за исключением, может быть, каких-то хедж-фондов, которые, как Артегас, наделали различных диковинных ставок и навыпускали с банками SFD. Вот. Но, по крайней мере, на текущий момент в открытых источниках информации, что идут такие игрища, их нету. Сегодня как раз данные о продаже домов на вторичном рынке США. Вчера были данные по индексу ипотечного кредитования США, он растет, и здесь достаточно позитивная динамика. Также здесь, что примечательно, за последние несколько месяцев, 2 или 3 месяца, он вышел в положительную зону, причем очень уверенно. То есть американцы активно берут ипотеку. Но есть один момент достаточно специфический, он связан со ставками по 30-летним ипотечным кредитам в США. На текущий момент здесь происходит разворот и отскок с высокой степенью вероятности. И, соответственно, любой рынок, когда начинают расти процентные ставки, стоимость заимствований, он начинает проседать или охлаждаться. Но вот по мнению экспертов, все-таки это будет охлаждение, не будет никакого стремительного обвала, потому что это связано с строительной политикой, которая последние годы в США проходила, и действительно таким образом возникла ситуация, когда реально возникла нехватка домов. Вот. И на фоне этого, в совокупности с пандемией, стремлением людей выехать из мегаполисов, жить за городом, все это привело к текущей ситуации. И поэтому на текущий момент, несмотря на огромное количество запросов, ожидания краха на рынке недвижимости Соединенных Штатов, американские финансисты, банкиры, кто занимаются ипотечным кредитованием, не ожидают обвала. Небольшой просадки охлаждения ожидают, обвала не ожидают. Здесь еще есть такой момент, который сейчас в ближайшие годы будет играть роль. Я думаю, весьма существенно. Текущие изменения в мире, которые произошли в результате ковида, в результате накопившихся нестыковок в экономике, они приведут к тому, что значительно вырастет иммиграционный поток
из стран третьего мира в Соединенные Штаты и особенно в Канаду и Австралию. И на фоне этого здесь будет дополнительный допинг для рынка недвижимости этих стран. Так, друзья, но возвращаясь к нашей повестке, вчерашнее собрание, прошу прощения, не собрание, выступление российского президента, оно на редкость было либо нейтральным, либо позитивным, как отмечают эксперты. Никакие болезненные, жесткие темы особенно затронуты не были. Была обещана помощь. И все достаточно прошло мирно, не так, как ожидалось. Поэтому мы не увидели движения ужасное, ужас в рубль-доллар. Даже наоборот, он укрепился. Но хочу отметить, что никуда геополитические риски, они не делись. Произошла небольшая перестановка сил. Фигуры на шахматной доске немножко поменяли. Но вот эта та жесть, то накопление напряжения, оно в системе так и осталось. И на этой неделе еще будет основание для того, чтобы эти риски, возможно, раскрылись. Так, даже составили такую диаграммку, о чем в этом году и в прошлом году говорил президент. И здесь вроде как темы более размытые, их стало больше, но при этом можно проследить, что в наибольшей степени делается упор на социальные выплаты, улучшение благосостояния, на здравоохранение и на инфраструктурные проекты. Почему-то на них 9%, по-моему, все-таки там больше говорилось об инфраструктурных проектах. Но есть и обратная сторона у этого послания, потому что с одной стороны выплаты, они стимулируют экономику, с другой стороны они заставляют печатать деньги. В целом во всем мире, в развитых странах, печатание денег, то есть увеличение различных денежных вливаний, нет ничего страшного. Наоборот, это даже стимулирует экономику. Но есть одно золотое правило. Эти деньги, которые вливаются, на них должна производиться прибавочная стоимость. Те деньги, которые просто вбрасываются, возможно, они делают жизнь некоторых людей на какое-то время лучше. Это тоже, в принципе, очень даже хорошо. Но, с другой стороны, они раздувают инфляцию и в средней и долгосрочной перспективе ухудшают ситуацию. Поэтому здесь для того, чтобы печатание денег работало, необходимо сочетание из двух столпов. С одной стороны это печатать деньги, с другой стороны создавать условия, чтобы эти деньги создавали другие деньги. Так, друзья, переходя к текущей ситуации в стране, как это выступление оно повлияло на рынке, RGBI, месячный таймфрейм, индекс российских ОФЗ, как вы видите, он завис на сильном уровне 145,3 и никак не может его пробить и уйти вниз. Здесь конкурируют между собой два процесса. С одной стороны исход иностранных инвесторов из российского госдолга, и с другой стороны то, что банки обязали скупать госдолг. То есть таким образом идет, можно сказать, эмиссия денег. Но переходя к дневному таймфрейму, мы с вами видим, что здесь по сути нарисовалась разворотная фигура. И у этой разворотной фигуры цель движения находится на 148,6. Но если пойдет пробой вот этого уровня 145,3 и дальнейший добой 143,5, то это может привести к тому, что начнется очень сильное движение вниз по рынку ОФЗ. На текущий момент фактор исхода из ОФЗ иностранных инвесторов значительно нивелировали путем того, что банки скупают ОФЗ. Но тем не менее это все равно негативный тренд, который указывает на то, что не надо инвестировать в Россию, и он будет так или иначе оказывать давление в случае просадки RGBI и на фондовый рынок, и на курс рубля. Так, и у нас сегодня другое важное событие, это то, что связано с заявлением ЕЦБ. ЕЦБ наносит ответный удар ФРС, и сегодняшний день он может стать разворотной точкой для евро-доллара. Либо мы с вами увидим ситуацию, что текущий рост евро происходил в ожидании этого заседания ЕЦБ, и здесь мы получим разворот и откат евро, либо мы увидим у евро второе дыхание. Исходя из того, как происходят торги, на текущий момент все-таки больше факторов указывает то, что евро вполне может получить второе дыхание с большей степенью вероятности. Но даже в таких ситуациях
при движении наверх с учетом происшедшего роста нужен выпуск пара и коррекционный откат. Но и надо сказать, вчерашнее размещение ОФЗ, оно прошло не в очень большом объеме, но с другой стороны спрос значительно превысил то количество, которое продали. Итого было выпущено на 20 миллиардов и на 4,8 миллиарда, то есть в совокупности это 25 миллиардов рублей, это достаточно небольшой объем для размещения ОФЗ. Но здесь, судя по всему, происходит процесс, который связан с тем, что в предыдущий раз были очень мощные размещения, определенный план выполнен, и сейчас, соответственно, идет просто коррекционное размещение. Вот. Соответственно, в дальнейшем, если будет возникать необходимость, ее можно будет понять, исходя из того, что происходит, какой новостной фон, то будет значительно больший выпуск. Текущая ситуация с учетом профицита бюджета, с учетом, по-видимому, ожидания того, что на какое-то время стабилизируются геополитические риски, она, по-видимому, не потребовала существенных размещений ОФЗ. Так, друзья, меня критикуют, что по фьючерсам перестал рассматривать. Давайте посмотрим, какие позиции по РТС. По РТС ожидание, что сегодня РТС будет расти. Далее, фьючерс на акции Сбербанка. Здесь уверенного изменения позиций нету, и поэтому, исходя из них, сложно сказать о том, какое движение ожидается. Но судя по тому, что мировые рынки отскочили, судя по тому, что пока откладываются вроде бы геополитические риски, возможно, по Сбербанку мы сегодня увидим позитивную динамику. По Газпрому аналогичная ситуация, нет уверенного изменения позиций. По Норильскому никелю ставка на рост. Не очень сильная, но тем не менее. Рубль-доллар, если верить изменению диспозиции, то здесь достаточно уверенная ставка на то, что доллар будет к рублю сегодня расти. Евро-рубль, здесь аналогичная ставка на рост евро против рубля. Плюс хотел бы заметить, что по евро вчера, евро-рубль, вчера были достаточно хорошо отслеживаемые понятные сделки, исходя из которых следует, что кто-то большой мощно набрал позицию в евро-рубле и сделал ставку на рост евро. Так, евро-доллар, но здесь как-то пессимистично все, делают ставку на просадку евро. Бренд is your friend, и здесь ставка на боковик. Но вчера еще по нефти вышли не очень позитивные запасы, они начали расти вместо дальнейшей просадки. Так, по серебру боковик, по золоту ставка на продолжение роста. Ну, здесь, конечно, не очень хорошо, что 1800 не пробили и не закрепились, но с другой стороны, тут ничего такого критичного нету в этом. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Дневки по американским десятилетним трежери снижаются. В данной ситуации это позитив. Хотя, в общем-то, не всегда, когда падает доходность по трежерис, это позитив. Далеко не всегда, но здесь это именно как позитив. И то, что пробили 1.55, это в данной ситуации весьма позитивный знак. Так, далее Baltic Dry. Ну, смотрите, здесь ряд индикаторов указывают на то, что в мировой экономике сейчас, в общем-то, все хорошо и начинает еще раз открываться второе дыхание. Опять подскочил Baltic Dry. Медь выросла, палладий вырос, никель пытается вырасти. Но есть здесь и обратная сторона. Вот этот весь рост, особенно по Baltic Dry и особенно такой стремительный, он будет приводить к тому, что в системе будет накапливаться напряжение. Потому что это все рост издержек и ухудшение перспектив экономического роста. Так, далее Китай. CSI 300 тоже дневочка. Здесь у нас сегодня идет коррекционный откат. Ну, на самом деле здесь ничего страшного не происходит, просто отбились от верхней границы. Я бы даже так сказал, если не будет пробития 5040, здесь вообще ничего страшного не происходит. Да, с утра будет определенное негативное воздействие из-за того, что Китай корректируется. Так, друзья, далее VIX, дневной таймфрейм. Здесь вчерашний день принес позитив, VIX просел, но он пока всего лишь немножко откатился от вот этой верхней границы 18,7. Потестировал ее и пока выше не пошел. Поэтому здесь локально это облегчение, это рост для рынков. Глобально здесь ничего такого не произошло, он просто болтается в рамках консолидации. Так, друзья, далее индекс доллар, дневной таймфрейм. Вот здесь 91,5, демаркационная линия. И
вот это снижение индекса доллара, оно немножко замерло в ожидании сегодняшнего заседания ЕЦБ и объявлений по монетарной политике, ставкам и по стимулирующим мерам. Если ЕЦБ сегодня проявит решительность и пообещает, ну по крайней мере создаст иллюзию еще более мягкой кредитно-денежной политики и еще больших стимулов, то здесь, я думаю, надо все-таки ориентироваться на пробитие значимых уровней. Внизу это 90,8 и вверху это 91,3. Здесь вступает в противодействие два противоречия. С одной стороны, стимулирующие меры – это рост экономики, восстановление. С другой стороны, стимулирующие меры – это увеличение денежной массы и инфляция. Вот. А курс, соотношение курсов очень часто определяет именно соотношение либо реальной инфляции, либо ожидаемой инфляции. И поэтому здесь, наверное, я думаю, все-таки в большей степени лучше ориентироваться на пробой. Так, друзья, далее нефть, бренд, дневной таймфрейм. Здесь пошло снижение, но пока это снижение не критичное, но оно вполне может... И вот вся эта конструкция после того, как пошло такое движение ниже 66.25, здесь наиболее, скажем так, вероятное движение должно завершиться в диапазоне 62.5. На сегодня здесь попытка разворота и возврата на вот этот уровень 66.25. И в том случае, если с утра не произойдет дальнейшего снижения и добоя 64.4, 64.35, здесь у нас возник разворот, и этот разворот приведет к отскоку. Первая цель движения 65.8, и потом попытка закрепиться на вот этом сильном уровне около значения 66.5. Если здесь возникает пробой, то у нас цель движения находится на сначала 63, потом 62.5. Так, друзья, далее золото. По золоту мы уперлись в локальный уровень 1794,5. Вот. И сейчас золото пришло в диапазон боковика 1787-1794. Для того, чтобы пошло движение наверх, нужно обещание от ЕЦБ печатать огромное количество денег сегодня. Ну или чтобы был пробой 1799, тогда отсюда возникает инициация движения, цель которого сначала 1812 и потом тестирование 1831-1829. Исходя из часового таймфрейма, на текущий момент пошло движение вниз. Если здесь будет пробой 1790, то мы увидим продолжение коррекционного отката с целью движения на 1785. Если вот этот диапазон 1791-1789 устоит с утра и днем, то мы отсюда увидим коррекционный отбой, движение с целью потестить и пробить 1800 и уход на 1812. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. По серебру идет цикл движения, у которого цель ближайшая среднесрочная это 28. На текущий момент, если у нас не будет пробития 26,3, 26,4, то вот это все превращается в набор позиций и стремительный рост на 28. Если здесь возникает пробой, то идет просадка, цель которой 25,8. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Ну, смотрите, вчера устоял уровень 1,1991. Вот, соответственно, здесь пошла попытка разворота. Сейчас он залег в дрейф в ожидании заявлений ЕЦБ. И в том случае, если на сегодня не будет повторного тестирования и пробоя 1,1991, то нас отсюда ждет движение, у которого цель перебить вот этот хай 1,2080 и пойти на 1,2150 для начала. Так, друзья, далее наша главная фишка — это рубль-доллар, дневной таймфрейм. И я вчера ожидал, что будет тестирование 77.35, но, видимо, Центробанк сыграл против меня, ничего тут не попишешь. На сегодняшний момент рубль-доллар, это дневной таймфрейм, находится вот в этой расширенной консолидации 76,2, 77.35. Сейчас у нас идет попытка дальнейшего укрепления рубля, снижения доллара.
На что здесь хотел обратить внимание. Вот есть сейчас сформировался уровень, который находится в диапазоне 76,4-76,3. Если этот диапазон сейчас с утра или до обеда будет пробит, то мы по рубль-доллар увидим укрепление и движение, цель которого будет 76, возможно даже 75,8. Если такого движения не произойдет, то нас ждет движение, цель которого будет тестирование на пробой 77.05, вот этого значения. Сейчас ряд факторов очень плотно переплелись, они влияют достаточно противоречиво по рубль-доллар. Это связано с одной стороны с тем, что наступило небольшое облегчение после выступления президента, с тем, что он пообещал оказать поддержку, но здесь есть другой момент, который связан, во-первых, с тем, что заседание Совбеза еще на этой неделе, и второй момент, все-таки те меры, которые обещаны, они ведут к увеличению денежной массы, и они по большей степени, во всяком случае я не вижу, как они направлены не на временное облегчение ситуации, а на дальнейшее стратегическое ее улучшение. Вот, и поэтому оно в среднесрочной перспективе, я думаю, неизбежно приведет к тому, что рубль будет находиться под давлением. Но опять же, с учетом вчерашнего послания, поскольку оно не было грозным, не было шокирующим, сейчас весьма вероятно будет всплеск, по крайней мере какой-то короткий, у иностранных инвесторов к российскому рынку. Итак, друзья, рубль-доллар на сегодня сейчас тестирование на пробой 76,4, 76,3. Если наступает пробой, то движение на 76,05. Если здесь пробоя не будет, то отсюда я жду движения, цель которого потестить 77,05 и в случае пробития уйти на сильный уровень. Так, друзья, далее РТС, дневной таймфрейм. Здесь у нас наметилось движение, цель которого потестить 147 тысяч. Соответственно, это движение не реализуется, если возникает коррекционный откат с пробитием 144 тысячи, 143 800. Если такой сценарий будет реализован, то пойдет движение, цель которого потестить 142 300. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм, пока Сбербанк находится в дрейфе. Так, переходя к часовому таймфрейму по Сбербанку. Но у нас здесь наметилось движение с целью потестить и пробить 291,5. Соответственно, это движение не реализуется, если с утра мы получаем коррекционный откат и пробитие 288-287,5. В этой ситуации он пойдет сначала на 286, потом на 282. Сейчас, вот прямо в первый час торгов решится, может быть в первые 2 часа торгов, решится ситуация, если не будет отката с пробитием этого значения, то мы пойдем наверх. Так, друзья, далее Газпром, дневочка. Смотрите, 229 вчера устоял. Поколол он ее, поколол и развернулся. Вот, на текущий момент, если вот это движение не повторяется, не будет попытки пробить уже 228,3, немножко минимальное значение сползло, то у нас сегодня все шансы по Газпрому сходить на 235. Вот просто все созрело, все готово. Если не будет повторного фокуса с пробитием минимального значения, мы идем наверх. Если все-таки сейчас будет откат и пробитие 228,2, то здесь у нас сначала 225, потом 220 железобетонный уровень. Вот. Но пока больше факторов указывает на то, что будет движение наверх. Так, друзья, далее Норильский никель. Завис он на 25200. Но сейчас очень хорошая ситуация и с палладием, и с медью, и никель намечает рост. И на текущий момент вот 25, 29, 24 850. Если этот диапазон сегодня-завтра не пробивается, у нас по Норникелю сегодня цель движения потестить на пробой 25 650 и по факту пробития цель движения 27 тысяч. Несмотря на то, что дневочки у него здесь красненькие и страшные, он висит на сильной поддержке, у него благоприятные обстоятельства в виде движения в металлах, и соответственно есть все основания сегодня потестить 25 650 и в случае пробития пойти наверх. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание, удачных торгов
и всего наилучшего. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал. Успеха!